Друзья, всем привет! Что же, это первое видео в 2026 году, и я надеюсь, что Новый год вы встретили очень замечательно и будет что вспомнить. Компания Xiaomi с самого начала года решила взять нас обновлениями. Выпускают новые прошивки, ну и давайте разберемся, что же нового можно найти в новых HyperOS 3 Global. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. За последнее время повыходило очень много обновлений на смартфоны Xiaomi. Среди них и Poco X7 Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14, ну и в частности также Xiaomi 15. И вы меня можете спросить, казалось бы, это флагман, что на него можно рассылать и вообще что в нем можно добавить. Получается, новое обновление нам приносит, конечно же, стабильность системы, как разработчики об этом уже не первый раз нам указывают. Далее, в некоторых случаях могли возникать ошибки, опять же, непонятно какие это ошибки, ну и, соответственно, патч безопасности от декабря 2025 года. И ни слова вообще не сказано о том, что добавили такую опцию, как Touch to Share, ну или же передача касанием, но к этому мы с вами еще вернемся. Когда-то давно я любил рассказывать о такой истории под названием «Прошивка модуля связи». Вот эта тема. И многие мне в комментариях писали, что окей, обновили, и на что оно влияет. А влияет оно на улучшение приема сигнала сети. И могу сказать, что с новым обновлением вот те сим-карты, которые есть у меня сейчас, в некоторых моментах, когда вот условно там перемещаешься там по городу или же по какой-то там конкретной локации перемещаешься, то сеть стала ловить куда лучше. Возможно, разработчики решили на это сделать свой акцент и, соответственно, этот момент они исправили. Но мы с вами переходим в раздел теперь взаимосвязанность. Кстати, в комментариях напишите, кто знал о такой пасхалке. Если сюда долго потыкать, то мы с вами получим открытие журнала, в котором содержатся все возможные там наши запросы, именно там передача каких-то уведомлений, ну и прочего. И что в разделе взаимосвязанность может нас с вами заинтересовать? Это, во-первых, раздел уведомления, и тут на Xiaomi 15 добавляется опция, как другие функции, и, соответственно, показывать уведомления iPhone на этом устройстве. Где-нибудь здесь я вам сейчас попробую показать, как работает взаимодействие между смартфоном Xiaomi, ну или же Poco, а также между iPhone, как это все разработчики реализовали. На практике же я не думаю, что есть такие люди, которые владеют актуальным iPhone, ну и соответственно Xiaomi в придачу. Хотя опять же я могу ошибаться, но и для кого-то вся эта история будет таки очень доступной. Но вот чего в этом обновлении все никак нельзя встретить, это опция передача касанием. Это та опция, о которой разработчики пели дифирамбы, рассказывали, что это передовые технологии, в скобочках нет, и что эта опция появится там на линейке 15, соответственно Xiaomi 15T и T Pro получили эту опцию еще в ноябре-декабре, а Xiaomi 15 все никак не может это добро получить. Опять же, с чем это связано, непонятно. Если даже зайти в приложение Activity Launcher, дождаться, пока все прогрузится, и вот здесь в поиске написать как передача, мы с вами попадаем в раздел Xiaomi Share, и вот только здесь эта передача касанием будет активна. И лишь только через такие костыли эту всю историю можно найти. Казалось бы, такая крутая фича, которая, должна быть, знаете, привнесена в массы, почему-то компания Xiaomi и ее разработчики не хотят это делать. Ну а мы с вами двигаем дальше. Что еще нового интересного можно заметить в этом обновлении? Конечно же, если вы немножечко своими руками поработаете со смартфоном, то вы получите третий стиль объектов в недавних. Называется оно штабелирование. Еще до Нового года разработчики всю эту тему решили запустить, и каково было у всех удивление, что в кои-то веки разработчики решили нам это добавить. И не придется ждать там условно какую-нибудь HyperOS 4, там какую-нибудь HyperOS 5, HyperOS там 3.1, грубо говоря. То есть здесь и сейчас банальным обновлением стокового приложения мы можем с вами активировать третий стиль объектов в недавних. И это очень круто. Опять же, где это все найти? В нашем телеграм-канале есть актуальная версия системной оболочки. Работает она очень классно. Я лично доволен тем, как это тут все реализовано. Все вот эти переходы между приложухами. Как это все добро открывается. Да, конечно, куча рекламы в Xiaomi, это нормальная история. И то есть между самими приложениями все замечательно. И плюс анимация не слишком рваная.
Да, если вы поставите этот лаунчер там условно на Redmi 14C, на Redmi 15C, то он не будет работать как Xiaomi 15, это понятное дело. Но в некоторых моментах и сценариях как бы то вы улучшите работу вашего смартфона. Что же еще можно было бы потенциально найти в этом обновлении? А я вам скажу, что это лишь только были у нас с вами фиксы. Если мы дальше там поплаваем по другим разделам, мы с вами ничего интересного не найдем. Но есть небольшой момент от меня, который я вам хочу показать и сказать, что это прикольная штука и ради которой можно так иногда в настройки даже и заходить. Находится она в разделе приложения, вверху я нажал на 3 точки, выбрал прочие настройки, и здесь у нас есть смарт-помощник по приложениям. Тут, получается, будут у нас так называемые репорты от приложений, если возникает какая-то ошибка. За этим интересно следить и понимать вообще, какие могут быть проблемы условно у приложух, и чтобы можно было это все как-то добро решить. Также многие в комментариях задают вопросы, где я взял такие часы, может быть это какой-то бэкап или же еще что-то. Но я вот сейчас выбрал нажатие по этому виджету, и как вы можете заметить, это никакой не бэкап, это просто у нас обычные виджеты. Когда-то еще до выхода HyperOS 3 я на глобальной прошивке скачал, получается, приложение темы, часы и ленту виджетов, если мне память не изменяет. Поменял регион на Таиланд, и через раздел виджеты мне проявился это там 5 или же 6 стиль. На сегодняшний же день, если вы все это дело проделаете, как я вам описал, то, к сожалению, этого стиля не проявится. Хотя, знаете, вот если бы в глобалке по умолчанию вот именно эта история была, ну прям просто было бы очень круто и максимально пушечно. Ну а так, к сожалению, как бы то, увы и ах. Что же касается сервисов MIUI, звонилка, контакты, сообщения, я еще в видеоролике до Нового года рассказывал, что при переходе на международную прошивку на этом смартфоне проявились эти сервисы. Но что интересно, в разделе вызовы нету по умолчанию записи вызовов. Да, мне писали, что можно активировать с помощью команды, это все понятно. Но вот странно, почему по умолчанию этого всего нет. И опять же, как я уже ранее рассказывал, что скорее всего в HyperOS 3 было специально так задумано, что на международном индексе у вас проявятся и сообщения, и при случае, скажем так, можно активировать себе звонки и контакты от старых сервисов MIUI. Очень удобно и, в принципе, очень полезно. Также еще много за последнее время повыходило стоковых обновлений, таких как камера, безопасность, заметки. Там еще Poco Launcher, кстати, новый выходил для смартфонов Poco. Все это дело будет в описании под этим видеороликом, потому открывайте описание видеоролика, переходите по ссылкам, качайте себе стоковые обновления приложений и улучшайте свои смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.